Привет всем! Сегодня у нас разбор треков подписчиков. Соответственно, мы сегодня разберем 3 трека, немножко они все будут в разных стилях, но я думаю, в любом случае это будет интересно. Если хотите, чтобы я разобрал ваш трек, пожалуйста, подписывайтесь на спонсорство канала, деньги пойдут на развитие канала, а я в первую очередь буду разбирать ваш трек, тот, который вы мне пришлете. Присылайте, пожалуйста, WAV-файлы с ссылкой на облако. Не надо присылать на YouTube, MP3 и прочее. Да? То есть все-таки будем придерживаться хотя бы стандарта аудио-CD. Первый трек называется «Оставь меня». Мы послушаем куплет-припев, а потом немножко поговорим о том, как он сведен и что в нем хорошего, а что не очень. Оставь меня, недостоин твоих слез насквозь. Тебя я вижу, ты сама поймешь, и будто в грудь воткнули нож из слез. Я недостоин твоих слез. Я смотрел на тебя влюбленными глазами. Почему остались мы друзьями? Просто в жизни так бывает. Люди друг друга не понимают, не принимают. Шрамы на сердце не заживают. Чувства догорают, улетают. Сердце ледяное тает, тает. Я надеюсь, ты меня поймешь и оставишь. Да. Прости меня, правда. Извини. Я больше не могу. Давай сейчас запишем. Оставь меня, я недостоин твоих слез насквозь. Тебя вижу, ты сама поймешь, и будто в грудь воткнули нож. Ну, вот такой трек. Ну, на самом деле, мне он очень понравился. Честно говоря, я очень долго разбирался с формой, потому что мне было совершенно непонятно, где здесь куплет, где здесь припев и что вообще происходит. Да? В конечном счете я пришел к выводу, что форма здесь такая. Начинается трек с припева, дальше идет куплет, потом второй припев, из ямы выходит так под гитару, да, и второй припев, да, и потом второй куплет. И дальше аутро. Ну, надо сказать, смотрите, вот если вот это считать припевом. Оставь меня, Второй припев. меня, я недостоин твоих слез. И кода построена на рефрене, на фразе «я недостоин твоих слез». Это как бы вторая фраза припева. И он многократно повторяется. Недостоин твоих слез. Я недостоин твоих слез. Я недостоин твоих слез. Я недостоин твоих слез. Что меня смутило, то, что как таковой, да, припев вот хотя бы 2 раза повторяется абсолютно одинаково, да, в конце этот рефрен, он на мелодии припева, но в принципе он отличается, а в куплетах мелодия вообще отличается один от другого. Вот смотрите, если первый это вот этот, ну можно так условно назвать, да, это припевом, ой, куплетом, можно назвать это куплетом. Смотрел на тебя влюбленными глазами. Почему остались мы друзьями? Просто в жизни так бывает. Потеряла любовь, отвечала всем да, и теперь в сердце только пустота. Но себя не вини, ты не знаешь меня. Ну, то есть такие, все части немножко разные. Ну, в этом отношении очень интересно. Что хотелось бы отметить по этому треку? Ну, первый момент, вот смотрите, что я вам хочу сказать. Очень правильно, когда пишется трек, допустим, под гитару или там под фортепиано, сначала пишется мелодия и сначала пишется песня, а потом уже делается продакшн и делается аранжировка. Здесь совершенно верно. Ребята пошли именно таким путем, потому что трек написан дома на кухне, условно говоря, под гитару. И потом они сделали уже продакшн. Да? То есть это очень правильно. Очень часто делают наоборот.
Сначала делают продакшн, а потом пытаются туда написать какую-то мелодию. Вот это путь неправильный. Иногда он работает, но это крайне редко. Все-таки для нас очень важно, для таких хитовых треков, да, когда ты можешь взять гитару, сесть и сыграть и спеть то, что ты услышал. Если продакшн делается до того, как сделана мелодия, то, как правило, это невозможно. Это не работает, потому что из-за этого песня не становится хитом и не становится популярной. Здесь ребята пошли очень по правильному пути. По материалу, ну, по форме мы с вами разобрались, по составу инструментов, ну, вы слышите, здесь все достаточно просто, да, то есть у нас есть кик, клэп, хэт, бас, акустическая гитара, прописанная даблом. По сведению есть тоже нюансы, которые меня смущают. Посмотрите, как звучит вокал в первом куплете. На самом деле звучит очень красиво и очень широко. Твоих слез насквозь. Тебя я вижу, ты сама поймешь, и будто в грудь воткнули нож. Как они сделали такой вокал? Первый вариант. Пропели две дорожки. Пропели две дорожки абсолютно точно, что артикуляция бы абсолютно точно не совпадала. Так что, скорее всего, нет. Второй вариант. Они использовали тот трюк с вращением фазы в отдельных диапазонах и сделали копию дорожки, о котором я рассказывал в видео Double Track. Тогда бы тембр вокала очень сильно менялся в режиме моно. А теперь послушаем, что получится в режиме моно. Оставь меня, не достоин твоих слез. Насквозь. Тебя я вижу, ты сама поймешь, и будто в грудь воткнули нож. А в моно вокал звучит не очень-то красиво, да? Получается, что? Ну, я слышу, мне кажется, я могу ошибаться, да, я такой же человек, как и вы. Мне кажется, что здесь звучит задержка правого канала относительно левого, примерно на 10, 15, может 20 миллисекунд. И когда мы нажимаем моно, мы слышим вот этот цифровой дилей, очень коротенький, и такой звук начинает немножко цифровить. Он такой жестко, неприятно цифровой становится. Твоих слез насквозь. То есть, по сути, это эффект Хасса, да? И это же подтверждает то, что если вы внимательно слушаете, то вы услышите, что ощущение, что звук идет больше с левой стороны, нежели чем с правой стороны. То есть как бы левый канал работает на опережение, он приходит к нам первым, создается эффект Хасса, и у нас ощущение, что вокал съехал из центра чуть-чуть левее. Оставь меня. Потому что правый опаздывает. Да? А что у нас во втором припеве? А во втором припеве все немножко по-другому. Оставь меня, я недостоин твоих слез насквозь. И в моно он ведет себя по-другому. Смотрите. Оставь меня, я недостоин твоих слез насквозь. Тебя вижу, ты сама. Ну, мое предположение, что они добавили еще третью дорожку в центр, во втором куплете. В первом ее нет, а во втором она есть. Попробуйте понять, согласитесь со мной или нет. Оставь меня. Оставь меня, недостоин твоих слез. Оставь меня. Оставь меня. Ну, мне больше нравится, как звучит второй припев. Что еще интересного? Ну, в принципе, интересна вот эта часть под гитару. Она вроде как бы и ниоткуда. Но себя не вини, ты не знаешь меня. Лучше буду один, я без тебя. Не достаточно.
все вроде хорошо, да? Но вот клэп по припевам, он очень хорошо звучит, и он как бы сел на место. А вот во втором куплете мне клэп немножко тянет одеяло на себя. То есть как бы его хочется здесь его чуть-чуть сделать тише. Потеряла любовь, отвечала всем да, и теперь в сердце только пустота. Но себя не вини, ты не... Когда аранжировка наполнена, да, клэп сидит на месте. Как только аранжировка становится разряженной, получается, что клэп остался в той же громкости, а у нас вместо этого только дабл-трек двух гитар. Акустических, таких дворовых, честных и правильных. И клэп как-то неорганично он слушается вот с этими гитарами. Но себя не вини, ты не знаешь меня. Лучше буду один, я без тебя. Ну, наверное, было бы правильно или была бы хорошая идея к этим дворовым гитарам добавить какой-нибудь дворовый либо бубен, либо молоток, либо что-нибудь такое, какой-то стук по консервной банке или что-то такое, что будет более органично звучать с дворовыми гитарами. Ну, в принципе, это, конечно, вкусовщина, хотя клэп немножко тянет одеяло на себя, это очевидно. Давайте теперь попробуем субъективно, объективно оценить этот трек. По спектральному балансу. По спектральному балансу у меня нет замечаний. Я даже, по-моему, ничего об этом и не сказал, да? То есть у меня были замечания по поводу клэп, а по спектральному балансу нет. Хорошо. Музыкальный баланс. Музыкальный баланс — это клэп. И не знаю, можно ли отнести вот этот искусственный дабл первого куплета к музыкальному балансу, потому что в моно-то, в принципе, вокал не очень себя чувствует. Но, наверное, это скорее к пространству. Тогда четверка. 4 балла. Пространство. По пространству, в принципе, все хорошо прописано, мне нравится. Все как бы на своем плане. Есть воздух и на вокале, и гитары звучат, мне нравится, как они звучат. Они звучат достаточно близко и по-дворовому. Это мне нравится. Единственное, по вокалу, конечно, я считаю, что вот это была ошибка. Нужно было сделать как-то это по-другому. Хотя бы так, как во втором куплете, вот там уже все, в принципе, да, нормально. Поэтому 4. По плотности. Честно говоря, я не смотрел, сколько у него РМС у этого трека, но я думаю, что в принципе он достаточно плотный и нормальный. Поэтому вряд ли есть смысл что-то снижать. По прозрачности. Поскольку аранжировка достаточно простая, разряженная, то, в принципе, все читается, все слышно, все хорошо, меня все устраивает. Вообще, хороший трек, мне понравился. Молодцы, ребята. Итого у нас 2, 3, 4, 5, да, 23 балла. Переходим к следующему треку. Следующий трек — это корпоративный гимн компании PEC. Ну, кто не знает, PEC — это первая экспедиционная компания. Им, по-моему, сейчас исполняется около 15 лет, и они вот заказали такой гимн. Верой в себя умножаем мы силы, раздвинув мечтой горизонта края. Не стоит искать здесь ни робких, ни хилых. Сейчас я про PEC, а PEC — это я. Я — это PEC, это тысячи судеб, и каждая связана с PEC-ом моя. Я то, чем он был, что он есть и что будет. Я PEC-ом дышу, значит PEC — это я. Если ты во всем человек, будут рядом с тобою друзья. Я горжусь, что я — это PEC.
горжусь тем, что Бэк — это я. Ну, вот такой гимн, достаточно классический. То есть, ну, в принципе, что у нас есть? Куплет, прихорус, хорус. Куплет 2, прихорус, хорус и аутро. Аутро тоже вполне классическое, то есть там идет, оно построено на повторе фразы из припева. Вот. Что смущает? Вот я не знаю, что смущает вас, а меня лично смущает вокал, потому что у нас как бы есть аранжировка, да, и на эту аранжировку сверху такой шлеп приклеен вокалист. Он лежит на ней сверху, отдельно абсолютно от нее, и вообще никак, как будто он никак с ней не связан. При том, что вокал в проде как бы все хорошо сделано, красиво, да, но это часто бывает у поп-звезд у нас, да, когда я впереди на белом коне, или как Чапаев с шашкой на коне, я впереди, а все остальные там, ладно, вы там сзади, да. А ведь если подумать по сути, да, то есть, ну вот как бы по европейским, по американским понятиям, вокалист, вообще в рок-группах, в роке вокалист — это еще один инструмент внутри аранжировки. То есть они равноправные в группе. Гитарист, барабанщик, вокалист — это равноправные музыканты. И когда один из них начинает вырываться с шашкой наголо впереди, то это смотрится как-то не очень. И здесь вокал, конечно, на мой вкус очень неорганично сидит в миксе. Еще раз послушайте. То есть даже вся остальная аранжировка, она там меркнет, там уже как бы не прослушивается и непонятно, что там вообще происходит сзади. Верой в себя умножаем мы силы. То есть музыканты где-то вот там, а он вот здесь у нас прямо перед носом. Верой в себя умножаем мы силы. Раздвинув мечтой горизонта края, не стоит искать. Вот. Ну, а теперь я небольшой секрет открою. Эту песню написал и записал мой давний друг. Его зовут Максим Бабков. Вот. И поскольку мы с ним друзья, я попросил его прислать отдельно мне инструментальную версию. И инструментальная — это полный минус с бэк-вокалом. И лид-вокал. И сейчас мы с вами попробуем вот этот уже вокал усадить в микс так, чтобы он соединился органично. Вот у меня есть инструментал и есть дорожка вокала. Вот у меня есть вокал. Верой в себя умножаем мы силы. Раздвинув мечтой пилы. Сейчас я про Бэк, а Бэк — это я. Я — это Бэк, это тысячи судеб. Ну, то есть, если мы соединяем минус и вокал, то мы получаем полноценный плюс, такой, как у нас лежит на верхней дорожке. Давайте попробуем понять, в чем причина того, что вокал вот так выглядит отдельно. Посмотрите, инструменты отдалены за счет эквализации, они звучат мягче. Да? Когда вы делаете полноценный микс, то, в принципе, звуки S вокалиста, они должны быть соизмеримы с громкостью хэта, тарелок. То есть примерно так же, да, это должно быть. Как только у нас эски начинают звучать ярче, чем хэт, у нас ощущение, что вокал выдвинулся вперед. Именно это здесь и происходит. Посмотрите, как звучит S на вокале по отношению к хэту. Что я — это Бэк. Ну, на что? На что очень явно слышно. Друзья, я горжусь, что я — это путь, что я — это Бэк. То есть тарелка у нас в соседней комнате вместе с хэтом, а вокалист вот здесь сидит, плюет нам в лицо.
Что я это Б. И то же самое абсолютно происходит и в первом куплете. Да? Несмотря на то, что там нету железа, мы понимаем, что вокал отделен от фонограммы. Верой в себя умножаем мы силы, раздвинув мечтой. Ну и по объему тоже вокал немножко отдельно, да, то есть у нас вся фонограмма очень воздушная, на ней много пространства, много эффектов, она такая шикарная, богатая, красивая и широкая. А вокал, опять же, сюда, с шашкой наголо вперед. Что я сделал? Ну, первое, что я сделал, смотрите, я поставил эквалайзер, и на этом эквалайзере, вот не поверите, я поставил срез на 10 тысяч. То есть я вообще вверх вот так вот отрубил жестко. Второе, срезал низ и срезал нижнюю середину. Теперь посмотрите, как на вокале это будет звучать. Верой в себя умножаем мы силы. Верой в себя умножаем мы силы, раздвинув мечтой горизонта края. Дилей не очень хороший. Мне не нравится то, что, во-первых, он уходит, он там у нас четвертями, да, и он уходит у нас в правую сторону. Он правильно прописан, звукорежиссер правильно сделал. Он его прописал там, где он по его замыслу должен быть. Но зачем его было засовывать вправо, непонятно. И почему не срезать вверх? Потому что вот эти все чавканья, эски, чавка и так далее, это все звучит очень некрасиво, когда на дилее мы это все точно так же четко слышим. Что я это Пэк. Я горжусь тем, что Пэк это я. Ну вот выделены фразы, это все правильно сделано. Но надо было еще как-то смягчить верх на всем этом деле. Дальше что я сделал? Я поставил дессер и притушил все эски. Что я это Пэк. Я горжусь тем. Так, первый дессер у меня стоит на вторую форманту. Это относится к припеву. Припев вот у нас. То есть на припеве мы поджимаем голос, и он становится не такой резкий. Если ты во всем человек, будут рядом человек. Ну вот, на слове «человек» это будет слышно. Без. Человек, 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 будут рядом с тобою. Друзья, я горжусь. Вот. И, конечно, мне пришлось поставить дессер для того, чтобы приблизить эски и че к хэту и тарелкам. Что я это Пэк. Я горжусь тем, что Пэк это я. Очень жесткое «что», и поэтому пришлось так сделать. Что я это Пэк. То есть, в принципе, я ухудшил вокал. Он был записан хорошо, я отрезал низ, отрезал вверх, поджал вторую форманту, поджал эски, и он стал более матовым, да? Вот теперь смотрите, вот исходный наш вокал. Верой в себя умножаем мы силы. Верой в себя умножаем мы силы, раздвинув мечтой горизонта края. Вот. И плюс я добавил ему объема. Поскольку здесь уже есть и реверберация, и дилей, мне пришлось пойти на небольшую хитрость. Я добавил монодилей. Это обычный монодилей Cubase, 1/8, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Соответственно, на монодилей фидбэк достаточно короткий, 20.
И этот монодилей я отправил на реверб. То есть я не стал добавлять реверберации на вокал, чтобы не получилось грязи и каши очень много, да? А вот с дилей у меня идет с ревербом. И в целом это получилось вот так. Теперь это вот так звучит. Верой в себя умножаем мы силы, раздвинув мечтой горизонта края. Ну и на мой вкус, мне кажется, что фокус удался. Давайте сейчас мы сами сравним все вместе. Сравним исходный файл Original Mastered и файл, который получился у меня. Верой в себя умножаем мы силы, раздвинув мечтой горизонта края. А теперь здесь. Верой в себя умножаем мы силы, раздвинув мечтой горизонта края. Не стоит искать здесь ни робких, ни хилых. Сейчас я про Пэк, а Пэк — это я. Я — это Пэк, это тысячи судеб. Ну вот что на эсках получилось. Вот Original. Что я — это Пэк. Я горжусь тем, что Пэк — это я. Что у меня получилось? Что я — это Пэк. Я горжусь тем, что Пэк — это я. Вот. На самом деле, по первому ощущению, да, вот когда вы слушаете такую фонограмму, кажется, ой, как много вокала, надо убрать вокал, надо его просто сделать тише. Так вот, я не сделал его тише. Он по громкости звучит точно так же, как он звучал. Но он за счет эквализации, компрессии и эффектов, он просто лег в микс. Он теперь слушается органично. Посмотрите. Вот он файл лида вокала, и он стоит в нуле. По большому счету, по европейским меркам, я бы еще пару децибел у него убрал, у лид-вокала, он бы от этого не пострадал. Посмотрите, как это будет выглядеть. Допустим, вот сюда -2. Верой в себя умножаем мы силы, раздвинув мечтой горизонта края. Не стоит искать здесь ни робких, ни хилых. Все абсолютно понятно, да? Каждое слово, все понятно, текст не пропал. Значит, соответственно, вокал сейчас сидит на месте. Но два момента. Ну, первый момент, это надо учитывать, что это гимн компании Пэк. Стало быть, вокала должно быть все-таки много. Второй момент. Посмотрите, поскольку есть ошибки по балансу и органичности вокала, они закрывают другие ошибки. И сейчас вылезла вторая ошибка. Это во втором куплете. Теперь малый барабан, он такой как бы выдвинулся вперед, на передний план. Вот если в оригинале он звучит... Какие пути не грозили победы, надежда, не гаснущий в буре маяк, и плечи друзей, как фундамент победы. Чувствуете, что малый барабан теперь у нас впереди, он солирует вместо лид-вокала. А в оригинале этого было незаметно, потому что там было много, и вокал был очень жирным. Какие пути не грозили победы. Даже если я верну эти 2 децибела, все равно малого барабана будет много. Какие пути не грозили победы, надежда, не гаснущий в буре маяк, и плечи друзей, как фундамент победы.
Вот, это я к тому говорю, что когда одна ошибка начинает маскировать другую, вы не слышите ту, исправляя первую, вы слышите вторую, исправляя вторую, вы слышите третью, и так это достаточно долго может продолжаться. Вот. Ну вот то, что я смог, я поправил по этому треку. Еще один момент. Мне очень нравится, потому что фонограмма исходная, она звучит очень красиво и очень широко. Она такая объемная и жирная, да? Но вот вернемся к файлу Original, да? Ну, допустим, по припеву. Вот так звучит припев. Если ты во всем человек, будут рядом с тобою друзья. А теперь, если я нажму кнопку моно, то у нас останется только вокал и малый барабан. Если ты во всем человек, будут рядом с тобою друзья. Я горжусь. Вот, то есть получилась такая история. Красивая широкая фонограмма привела к тому, что в моно пол аранжировки просто пропадает. Она исчезает. Вот я вам сейчас покажу это на минусовой части фонограммы. На припеве. Я не знаю, чем там раздвигали. Раздвигали гитары, раздвигали, видимо, пэды. То есть, вот как, по крайней мере, гитарные ответы, они сохраняются, они звучат. А все остальное начинает пропадать. И примерно такая же история во втором куплете. Да, солирующий малый барабан. И то же самое будет, если мы с вокалом это послушаем. Какие в пути не грозили б нам беды, надежда, не гаснущий в буре маяк, и плечи друзей, как фундамент победы. А Пэк победит, если Пэк — это я. Ну вот, такая история. Теперь давайте попробуем оценить. Конечно, после моих правок уже будет оценка не совсем объективной. Не мы будем оценивать не исходный трек, а тот, который я сделал. Но я думаю, что все равно, в общем-то, это было интересно, да, разобрать и посмотреть изнутри, как можно что-то поправить или что-то исправить. Хорошо. Итак. Пэк. Спектральный баланс. Эски торчат, хэт провалился, железо провалилось. Четверка. Музыкальный баланс. Музыкальный баланс, ну, опять все та же история. Две ошибки было, вот сейчас, по крайней мере, они очевидны. Три ошибки. Первая ошибка – это голос не ложится в фонограмму. Вторая ошибка – когда он ложится, малый барабан начинает солировать. Третья ошибка – в моно пол аранжировки пропадает. Поэтому, но вот то, что в моно пропадает пол аранжировки, это, наверное, все-таки не музыкальный баланс. Это скорее пространство. Да? Потому что пространство очень красиво в стерео и ужасно выглядит в моно. Поэтому две ошибки. Значит, музыкальный баланс, ну, в принципе, конечно, 4. Хорошо, я буду придираться, пусть будет 3, поскольку это мой друг давнишний. Пространство. Ну, косяк, прежде всего, вокал не вписан по пространству в фонограмму. И второй косяк – это широта стереобазы и ужасная моносовместимость. Значит, опять 3. По плотности. В стерео нет вопросов. Фонограмма звучит плотно. Супер. В моно нет. 4. Прозрачность.
Громкий вокал не дает прослушать остальные инструменты. По большому счету, я бы добавил еще большего рельефа на additional партии и обратил внимание слушателя на те или иные нюансы. Потому что все остальное, то, что там внутри, оно звучит как одно целое, оно не звучит рельефно. Она не заставляет тебя... Ой, а это что было? Ой, а тут что-то я что-то упустил. А я еще раз отмотаю, сейчас послушаю. Да? То есть нужно всегда держать внимание аудитории, внимание слушателя и давать ему полезные какие-то ссылки, полезные нюансы, что-то выделять, что-то наоборот прятать. Здесь она слишком ровная. Вот это все сзади, оно слишком все ровное. Хотя динамика трека, она присутствует между куплетом, прихорусом и хорусом. И каждый хорус, он выделен. И второй куплет отличается от первого. Второй хорус отличается от первого хоруса. И аутро тоже, она, в общем, достаточно жирная. Весь трек идет на аутро, на кульминацию. Поэтому по прозрачности тоже, наверное, 4. Итого, что у нас получается? 3 четверки, 12 и 6. 20 баллов. 20 баллов. Но это я придрался. Я виноват, но не... Это я уже как к другу придрался к этому треку. Потому что в целом, конечно, очень достойная и аранжировка, и достойная песня, и достойное исполнение, и сведение. Это мои придирки. Будем так считать. Переходим к следующему треку. Следующий трек называется «Ковбой». Но он весь по блюзовому ладу построен. На самом деле это не блюз, не 12-тактовый квадрат. Квадрат немножко другой, но дух ковбойский тут присутствует, и блюзовый дух. Между светом и тьмой расстояние 0. Между мной и тобой лежит алкоголь. Я усталый ковбой, потерявший лицо. Не заряжен мой кольт, и порвалось лассо. Где-то возле Читы волки съели коня. Но важнее, чем ты, нет мечты у меня. Не отмоешь легко придорожную грязь. Как же ты далеко от меня забралась. А я, как зомби, иду на голос. Со мной гитара и ржавый компас. И все, что нужно, есть у ковбоя. Земля и небо, и все такое. Значит, по форме. Куплет, припев, гитарное соло на гармонию куплета, второй куплет, припев и соло еще на аутро. Да? Достаточно простая форма. По составу инструментов вы сами слышите, тоже достаточно все просто. То есть ударный, бас, одна гитара, есть ответы гитарные, и в припеве добавляется органчик. Такой хороший. Что бросается в глаза? Ну, к сожалению, такая же ситуация, как и с прошлым треком, да? То есть вокал у нас впереди с шашкой наголо. Он совершенно не вписывается в общую фактуру, он абсолютно отдельно. Как нюанс, конечно, хотелось бы все-таки вокал потюнить чуть-чуть, потому что, ну, есть неистроевичи, есть какие-то неубедительные фразы. Послушаем на моносовместимость. Между светом и тьмой расстояние 0.
куплете нет вопросов. Все хорошо, потому что фактически одна гитара аккомпанирует вокалисту, и все. Только нужно было вокалиста уложить в микс так, как мы это делали в прошлом треке. Я как зомби иду на голос, со мной гитара и ржавый компас, и все, что нужно. Ну, вокал не сидит в миксе, все остальное неплохо. А вот в соло есть некоторые нюансы. Вот смотрите. Вот у нас наше гитарное соло. Хороший щипок, хорошее звукоизвлечение, все правильно сделано. Но здесь нужна была компрессия с очень быстрой атакой, чтобы этот щипок не стрелял и не бил по ушам. А он реально бьет по ушам нам прямо очень сильно. Я понимаю, что так записано, скорее всего. А может быть, еще и компрессия с медленной атакой, она еще и утрировала этот эффект. Но второй нюанс. Вторая гитара аккомпанирует первой. Все правильно. Но если ты аккомпанируешь, то не лезь солировать. А вот здесь у нас появляются такие какие-то вставки, и ты уже не понимаешь, а кого тебе надо было слушать. Ну, то есть по канонам, если у нас солирует гитара, то отвечать ей может любой другой инструмент, но не гитара. Почему? Потому что гитара — это гитара, да? Вы же не разговариваете сами с собой. То есть я сам себе задаю вопрос и сам себе на него отвечаю. Это значит, у меня ку-ку, уже крыша поехала. Так же и в музыке. Один и тот же инструмент не может отвечать самому себе, да? То есть, если здесь ответки, значит, ответки должны быть органом или каким-то другим инструментом. Или, по крайней мере, гитарой, но с кардинально другим звуком. Ну, допустим, гитарное соло драйв отвечает клин. Тогда это вроде как бы еще понятно. Это разные люди, да? Играет саксофон, отвечает труба. Играет фортепиано, отвечает гитара. Или наоборот. Но не фортепиано отвечает. Или труба трубе, да? Вот. И из-за этого получается такая небольшая каша. И потом здесь очень интересный ход. Ну, мне, честно говоря, он вызывает сомнения, потому что у нас была клин-щипковая гитара, и потом вдруг это же соло, оно переходит уже в драйвовую. Это было бы возможно, если бы квадраты были одинаковые, и одна партия продолжала импровизацию другой партии, другого инструмента. Но здесь, во-первых, это очень коротенький кусок, потом это не ощущается как законченная мысль первой гитары, и что начался второй квадрат. Это кажется, что это один квадрат, и получается, что один человек еще не высказался, и уже пошел другой, он начинает его перебивать, и уже говорит сам с собой вместо меня, да? Да, то есть у гитары незавершенный каданс и продолжение другим звуком. Тоже сомнительное решение. Вот. Ну, давайте попробуем теперь объективно-субъективно оценить эту фонограмму. Еще один нюанс. Вот посмотрите, вот один нюанс. Вот эта аккомпанирующая гитара, я не знаю, что с ней сделали, по-моему, там где-то фазовые искажения совершенно очевидные, и в моно она опять пропадает. Опять плохая моносовместимость, но только по этой партии.
Да, там точно что-то с фазой не так. Ну вот, теперь давайте перейдем к оценке. По спектральному балансу. Ну, скорее всего, упирается в музыкальный баланс. Грубых ошибок по спектральному балансу нет. То есть, в принципе, все сделано правильно, все сделано хорошо. Да? То есть у нас никто никому не мешает благодаря тому, что инструментов очень мало. По музыкальному балансу. По музыкальному балансу, ну, понятно, да, лид-вокал доминирует, из-за этого мы не слышим ошибок всех остальных, инструментов мало, ошибок, в принципе, не предполагается много. Поэтому по форме есть, конечно, вот эти ошибки, то, о чем я сказал, это тоже можно отнести к музыкальному балансу, поэтому... Ну, в общем, честно говоря, музыкальный баланс очень грубый. Он такой на уровне rough mix. То есть такой пилотный микс, под который можно там потренироваться соло, поиграть или что-то еще. Да? Но это не чувствуется чистовым вариантом final mix. Поэтому тут только 3. Пространство. Пространство есть. Глубины нет. То есть все примерно в одном плане, все однообразно. Дилей четвертной. Неплохая задумка с перегруженным дилеем четвертным, но он, наверное, слишком явно. И, по-моему, там тоже есть какие-то фазовые искажения именно по этому четвертному дилею, потому что в моно он проваливается. Тоже, наверное, 3. Ну, про плотность здесь не приходится говорить. Микс совершенно не плотный из-за того, что очень сырой музыкальный баланс. Значит, 3. Прозрачность. Ну, то, что есть читаемость, да. Но то, что нету планов и нету как бы какой-то ясности и понимания в миксе из-за грубого музыкального баланса, наверное, тоже только 3. Картридер упал, ничего страшного. Поэтому, наверное, тоже только 3. Итого у нас получается 5 баллов спектральный баланс и 4 тройки. 12, 17 баллов. 17 баллов. Ну, не совсем объективно. Нет, наверное, конечно, объективно. Оставь меня, вот среди этих 3 треков наиболее цельный и наиболее качественный трек. Несмотря на то, что 2-й трек, в общем-то, по всем остальным показателям, несмотря на то, что это абсолютно разные стилистики, да, то есть это одно от другого, как небо от земли отличается. Это абсолютно разные вещи. Но по качеству, по сведению, 1-й трек все-таки более правильно сделан, и там больше учтено нюансов. На самом деле, да, ребята молодцы, я вас поздравляю. Хороший трек, отличный. На этом на сегодня все. Присылайте ваши вавки для разборов в следующий раз. Следующий разбор будет примерно через месяц, может, 1,5. Ну, значит, у вас есть время подготовиться. И подписывайтесь на мой канал, на спонсорство. Ссылка будет у вас в описании. Всем спасибо, всем пока, всем хороших миксов.